Приветствую вас, мои дорогие зрители! Итак, цель сегодняшнего нашего путешествия – один из самых молодых замков Латвии, построенного уже во времена огнестрельной артиллерии. Замок расположен в очень живописном и красивом месте. С одной стороны течет река Маймалы, а с другой – река Муса. Они огибают холм, а затем сливаются вместе, образуя реку Лелупа. Ну и стратегически это было очень удобное место для строительства замка, ведь реки служили преградой для врагов. Своеобразно то, что фактически это два очень разных, но соединенных вместе замка, которые состоят из старой и новой части. Замок за века сменил множество названий. Все зависело только от того, кто им владел. До наших дней замок дошел под названием Баусский замок. Строительство первого замка Бауски начато в середине 15 века ландмейстером Ливонского ордена Иоханном Остхофом фон Мендеге. Ну а мы для начала начнем осмотр и познакомимся с новым замком. Пройдя через мощные ворота, попадаем во двор крепости. Здесь все сотрудники музея одеты в средневековые костюмы, что придает особую атмосферу во время прогулки по замку. Внутри новой части Баусского замка, в восстановленных залах силами реставраторов и оформленных в традициях Ренессанса и Возрождения, размещены экспонаты музея, которые расскажут нам, каким было герцогство Курляндии и его правители, а точные копии старинных нарядов, находящиеся здесь же в музее, сшиты в мастерской Рижского театра. В конце XVI века, после разгрома Ливонского ордена, большая часть территории Ливонии перешла к Речи Посполитой. В 1561 году последний рижский архиепископ Вильгельм Бранденбургский в обмен на замок в Кокнесе получил от поляков Баусскую крепость. В скорости был ликвидирован Ливонский орден, и его последний магистр Готхард Кетлер стал герцогом Курзамским и Семигальским, присягнув на верность польскому королю Сигизмунду II Августу. А уже в конце года замок был передан в личную собственность герцога, где он и решил построить в старой Баусской крепости резиденцию для своего двора и канцелярии. После смерти Готхарда Кетлера герцогство было поделено между его сыновьями на две части, и герцогский двор уехал из Бауски. Столицей Семигалия стала Метава, ныне Елгова, а столицей Курляндии – Голдинген, ныне Улдыга. В декабре 2007 года строители обнаружили пушку 17 века. Предполагается, что она отлита на одной из чугунолитейных мануфактур Курзамского герцогства и была, вероятно, одной из тех пушек, уничтоженных по приказу Петра I во время Северной войны. Продолжим наш вояж по крепости города Бауска. А теперь переместимся на территорию старой цитадели и продолжим наш рассказ. А вообще-то первый настоящий штурм Баусский замок испытал в 1701 году. Его взяли с боем войска шведского короля Карла XII. Король Карл XII укрепления нашел пригодными как для складов, так и пограничного поста. Началось строительство новых земляных укреплений. Но оборонительные сооружения не пригодились. В конце августа 1705 года русские войска овладели всей территорией Курляндии, а шведский гарнизон замка без боя сдался русскому войску. О чем сохранилась запись в походном журнале Петра I за 1705 год. Октябрь в третий день, по ведомости, что взят город Бовск. А уже через год Петр I приказал сравнять с землей баусские укрепления, чтобы ими не могли воспользоваться противники. Память о Северной войне сохраняется в Бауске в виде необычного памятного знака. Это так называемый камень Петра I, большой серый валун, расположенный в полукилометре от замка. Он отмечен на туристических картах города, и к нему ведут указатели. Легенда гласит, что во время очередных переговоров о войне против Швеции на этом месте трапезничали российский царь Петр I и его союзник в войне против шведов польский король и саксонский кюрфюрст Август II Сильный. Затем они померились силой и положили под валун серебряные ложки, которые лежат там до сих пор.
В исторических документах нигде это событие не упоминается, но за валуном закрепилось имя Валун Петра I. И это не единственная легенда, связанная с Бауским замком. О Бауском замке ходит много легенд с разными вариациями, в основном с женским уклоном. То ведьма, возглавляющая оборону замка, то принцесса, погибшая при попытке бежать из осажденного замка. В подвалах замка хранятся сокровища, по крайней мере, столько, что можно еще один такой замок выстроить. Но добраться до них невозможно. Там бродят погибшие принцессы со своими фрейлинами и напрочь гасят все факелы и свечи. Тут и мастер, когда-то строивший замок, каждую ночь поднимается на главную башню и пытается ее восстановить в первозданном виде. А еще двое стражников, охранявших когда-то замковый мост, проворонивших наступление врага и казненных за нерадивость, тоже каждую ночь пытаются исправить ошибку и перепилить мост, правда пока безрезультатно. Подробности легенд оставлю в описании под видео. А теперь посмотрим на все глазами птиц и продолжим. Причины для возведения замка в этом месте были весьма серьезными. После того, как славяно-литовское войско разбило прусских тевтонцев под Грюнвальдом, а ливонцы были наголо разбиты литовцами под Кукмерге, балтийские крестоносцы окончательно превратились из нападающей стороны в обороняющиеся. И чтобы защитить литовское направление, было решено воздвигнуть новую крепость. И по приказу магистра Хейндерейха Финка фон Оберберга с силами новгородских пленных, в основном чухонцев, была построена крепость у истока Лелупа, где проходила главная дорога на Ригу. Строительные работы были завершены в 1596 году. Уместно упомянуть в моем рассказе о самом выдающемся из потомков первого герцога – это внук Якоб фон Кеттлер, при котором Курляндия стала заметным игроком в европейском судостроении и даже основал в Западной Африке на берегу Гамбии и на острове Тобаго у берегов Америки курляндские колонии. Мужская линия дома Кеттлеров правила в Курляндии до 1737 года. Такая вот история замка, где оставили свой след Ливонская 30-летняя и Северные войны. Здесь же прошла и армия Наполеона во время своего бесславного похода на Москву. Не обошлось и без эпидемии чумы 1711 года. Ну что же, вот и настала пора покинуть этот маленький, чистый и уютный городок Бауска с его в основном небольшими приятными домиками и великолепным замком в долине 3 рек. Ну вот как-то так. Огромное спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал. Всем удачи. Пока-пока.